Что, если ты профессиональный футболист, но однажды твоя карьера обрывается в 23 года? Что, если в одном из матчей ты получаешь травму такой степени, что врачи говорят не о сроках восстановления, а о том, как спасти часть твоего тела? Ты кричишь от боли, а они обсуждают не то, как вернуть тебя в футбол, а то, как тебя спасти. Ты проходишь через ад, но спустя месяцы ты возвращаешься, забиваешь в финале Лиги Чемпионов, получаешь вызов на чемпионат мира, и вдруг за 2 дня до его старта ты снова падаешь на газон. Все повторяется. Та же агония, те же страхи, та же травма. Нет, это не фильм, это не сценарий, написанный для Голливуда. Это реальность, в которой судьба испытывает человека на прочность снова и снова. Он прошел через то, что ломает людей не только физически, но и морально. Друзья, это история французского суперталанта Джибриля Сиссе. История его боли, борьбы и пути, который никто никогда не захочет повторить. Друзья, не буду отнимать у вас много времени, но у меня есть важная информация. Это видео получилось жестким, и из-за правил YouTube мне пришлось заблюрить некоторые сцены. Но если вы хотите увидеть полные фото без цензуры, они уже опубликованы в моем телеграм-канале. Помимо этого, если вам интересно следить за футбольными новостями, первыми узнавать результаты матчей и получать эксклюзивные материалы, обязательно подписывайтесь. Все самое важное и интересное там. Ссылка в комментариях, ну или просто найдите меня через поиск в Телеграм. Джибриль Сиссе. Имя, которое хорошо знакомо тем, кто следил за футболом в 2000-х. Он был настоящей звездой, запоминающимся форвардом с ярким стилем игры и не менее яркой внешностью. Он блистал во Франции, играл за Ливерпуль и брал Лигу Чемпионов. За свою карьеру Сиссе провел 650 матчей, забил 281 гол и отдал 55 результативных передач. Впечатляющие цифры, которые говорят сами за себя. Сегодня, спустя годы после завершения карьеры, Сиссе остается заметной фигурой в футбольном мире. Он регулярно принимает участие в показательных матчах, появляется на крупных церемониях и не теряет своего фирменного стиля. Например, на вручении «Золотого мяча» в 2024 году он предстал в очередном эксцентричном образе, как и годом ранее, когда его появление на красной дорожке вызвало бурное обсуждение. Бирюзовые волосы и бело-розовый костюм. Эпатажные наряды, необычные прически. Сиссе давно привык удивлять публику. Казалось бы, Джибриль – веселый, энергичный человек, который всегда на позитиве. Но за всей этой харизмой скрывается другое прошлое. Оно знает, что такое настоящий страх, что такое боль, после которой трудно дышать. Оно помнит моменты, которые могли изменить все. Моменты, после которых его карьера могла закончиться раньше, чем началась. Футбол всегда был жестким видом спорта, но с годами характер травм изменился. Сейчас на дворе 2025 год. И какая травма считается самой страшной в современном футболе? Какой бич буквально преследует игроков по всему миру? Конечно же, в наше время главный страх вызывают разрывы крестообразных связок. Травма, от которой не застрахован никто, независимо от уровня подготовки. Изнурительный календарь современного футбола лишь усугубляет ситуацию. Матчи каждые 3 дня, запредельные нагрузки, нехватка времени на восстановление. И как итог, в этом сезоне разрывы крестов случаются пугающе часто. В сентябре подобную травму получил Родри, который через месяц завоевал золотой мяч, приехав на церемонию на костылях. Следом выбыл Дани Карвахаль, пострадал и Бремер из Ювентуса. А в ноябре началась настоящая эпидемия. Сначала на длительный срок выбыл Мауро Икарди, на следующий день Эдер Милитао, которому уже 2-й раз за год пришлось ложиться под нож. В тот же день аналогичный диагноз услышал Ильяс Ахамач из Вильяреала. Дошло до того, что крестообразные связки стали рвать даже 17-летние подростки, как, например, Марк Берналь из Барселоны. И это только часть примеров из этого сезона. Я даже не говорю о Гави, Тибо Куртуа и Неймаре, которые получили аналогичные травмы в прошлом году. Факт остается фактом. Травма крестов – это один из самых главных страхов современного футбола. Но почему я сейчас вообще говорю о крестообразных связках? Почему я посвятил целый абзац данной теме? Все просто. Разрыв крестов – это очень долгие месяцы восстановления. Болезненные, тяжелые, мучительные, но практически со 100% возможностью вернуться в игру. Современная медицина шагнула далеко вперед. Операции стали точнее, а реабилитация эффективнее. Даже если на восстановление уходит больше года, игроки возвращаются и продолжают карьеру. А теперь представьте травму, после которой врачи не говорят о возвращении в футбол. Они говорят о том, сможет ли человек вообще ходить без протеза. Именно это пережил наш главный герой Джибриль Сиссе. И именно с этого момента начинается эта история.
В начале своей карьеры Сиссе был настоящим бриллиантом французского футбола, взлетевшей звездой, которая сверкала в составе Оссера. Быстрый, мощный, голодный до голов, он был главной ударной силой команды и ее настоящим лидером. 6 лет в составе Оссера сделали его не просто ключевым игроком, но и одним из самых перспективных нападающих Европы, а его результативность неизменно привлекала внимание топ-клубов. В сезоне 2001-2002 его клуб занял 3-е место в чемпионате, а Сиссе наколотил 22 гола в 29 играх, став лучшим бомбардиром Лиги 1. Как итог, 21-летнего француза вызвали на ЧМ 2002, где он сыграл во всех матчах группового этапа. В 2003 году Джибриль вошел в 5 лучших бомбардиров лиги, а в 2004 вновь стал лучшим, наколотив 26 мячей за сезон, обойдя своего преследователя Дидье Дрогба на 7 голов. И именно после этого блистательного сезона он наконец дождался своего шанса. Летом 2004-го Ливерпуль сделал все, чтобы заполучить француза. Клуб заплатил за нападающего 20 миллионов евро. Даже сейчас это внушительные деньги, а по тем временам это была огромная сумма. Английская премьер-лига ждала его. Болельщики надеялись, что он станет одним из тех, кто поведет команду вперед, а сам Джибриль мечтал покорить новый уровень. Но английский футбол — это не Франция. Здесь все жестче, быстрее, требовательнее. Первые месяцы давались тяжело, но даже через это он пробился, забил в дебютном матче с Тоттенхэмом. Затем забил гол и отдал голевую передачу в игре против Норвича. Он набирал форму, он привыкал, он становился сильнее. Но 30 октября 2004 года его жизнь изменилась. Тот матч против Блэкберна не был особенным. 11-й тур АПЛ, выездная игра, обычный игровой день. Но никто не знал, что этот день останется в памяти Сиссе навсегда. 35-я минута. Он принимает мяч, разворачивается и рвется по флангу, оставляя защитника позади. Скорость – его главное оружие. Еще мгновение, и он вырвется к воротам. Еще мгновение, и момент завершится ударом. Но этого мгновения так и не случилось. Соперник неудачно врезается в него, задевая левую ногу. Контакт выглядит обычным, не жестким, но последствия оказываются катастрофическими. Поле разрывает дикий, пронзительный крик. Сиссе падает на газон и начинает корчиться от боли. Он хватается за ногу, его лицо искажено, губы сжаты, а глаза полны ужаса. Он кричит так громко, что трибуны замолкают, как будто стадион на секунду погружается в вакуум, где слышен только его голос. Он метается, хватается за голень, как будто пытаясь собрать ногу обратно, но не может, не в силах даже взглянуть вниз. Медики выбегают на поле, игроки Ливерпуля подбегают к нему, но никто не знает, что делать. Арбитр отворачивается, не желая смотреть на происходящее. Камеры дают один повтор, только один, и этого достаточно, чтобы зрители по всему миру испытали шок. Его нога была изогнута под неестественным углом. Футболист плачет, кричит, его лицо искажено болью, и никто не может ему помочь. Его аккуратно укладывают на носилки, но он не замолкает, он продолжает просить, умолять что-то сделать. А затем его уносят с поля. И в этот момент становится понятно – все очень-очень плохо. Этот матч закончился, как и десятки других в тот день. Но никто не помнил ни счет, ни голы, ни моменты. Все обсуждали только одно – страшную травму Джибриля Сиссе. Фото жуткого столкновения и последствия мгновенно разлетелись по СМИ, но никто не понимал, насколько все серьезно. Все говорили о переломе – жутком, болезненном. Да, перелом – это всегда очень страшно, но он же вернется на поле, кости же срастаются, ведь так, да? Но потом начали появляться страшные подробности. Диагноз – перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Серьезно, но не смертельно для карьеры, однако все оказалось куда страшнее. Кости сдвинулись, одна буквально легла поверх другой, пережав сосуды и полностью перекрыв кровоток. Врачи сразу поняли, что ситуация критическая, кровь перестала поступать к стопе. В первые минуты это не ощущалось, но уже через несколько мгновений нога начала неметь, а кожа терять цвет. Если бы медики замешкались, если бы промедлили хоть немного, начался бы процесс отмирания тканей. Это означало только одно – ампутация. Счет шел на секунды. Пока Сиссе, еще находясь на поле, кричал от боли, врачи знали, его нога уже на грани некроза. Еще чуть-чуть, и процесс станет необратимым. Я помню, произошел перелом обеих костей. Одна расположилась поверх другой. Кровообращение не функционировало должным образом, а кровь не поступала в стопу. Позже вспоминал сам Сиссе. Врачам было ясно, нужно было немедленно вправлять кость, иначе шансы спасти ногу исчезали на глазах. Все это происходило не в больнице, а в подтрибунном помещении. Доктор склонился над ним и спокойно сказал: «Мне нужно вправить ногу, но мы не будем делать анестезию». Сиссе посмотрел на него, осознав всю серьезность момента. И в тот же миг сквозь боль, страх и отчаяние крикнул: «Делай, что должен». И к огромному счастью все прошло хорошо. Врач справился со своей задачей. Игрока сразу после этого увезли в больницу, где уже сделали операцию. И теперь точно спасли ногу. Но впереди была долгая и мучительная реабилитация. Обычно после таких травм игроки пропускают минимум год. Футболисты боятся возвращаться, боятся нагрузок, а врачи не рискуют до последнего.
Но Сиссе был другим. Он провел 162 дня вне футбола, работая до изнеможения, борясь с болью, доказывая себе и всему миру, что он вернется. И он вернулся. 13 апреля 2005 года Ливерпуль играет против Ювентуса в Лиге чемпионов. 76-я минута. Джибриль поднимается со скамейки, оглядывает поле и делает первый шаг. Гостевой сектор Ливерпуля ревет, болельщики Ювентуса встают. Он выходит на замену, сосредоточенный, уверенный, готовый доказать, что он жив, что он вернулся, что его не сломали. Этот день был победой над болью, над страхом, над самой судьбой. И в итоге судьба его наградила. Ливерпуль по итогам сезона вышел в финал Лиги чемпионов. Величайший матч и легендарный камбэк мерсисайдцев, который помнят все. Сиссе был уже полностью восстановившимся бойцом, готовым сделать свой вклад в историю. Когда на 85-й минуте он поднялся со скамейки и отправился на поле, казалось, что этот сезон завершился для него в лучшем виде. Но впереди были дополнительные таймы, а затем серия пенальти. Когда Джибриль подошел ко второму удару своей команды, когда он поставил мяч, сделал несколько шагов назад и вдохнул полной грудью, перед глазами промелькнули те мучительные месяцы. Лежащий на газоне в Блэкберне, кричащий от боли, не знающий, останется ли он футболистом. Но он здесь, он в финале Лиги чемпионов. Он у мяча. Разбег, удар, гол. Стадион взрывается. Джибриль не кричит, он просто раскидывает руки и улыбается, ведь этот момент значит для него куда больше, чем просто забит мяч. В итоге Ливерпуль выигрывает Лигу чемпионов. Этот трофей стал величайшей победой для всей команды, но для Сиссе он был победой всей его жизни. Прошло всего полгода после того, как он мог потерять ногу, но он не просто вернулся. Он сыграл в финале самого престижного турнира в мире и помог команде приблизиться к главному триумфу, забив в решающей серии. Казалось, теперь все позади. Казалось, судьба отпустила его, но это была лишь передышка, потому что впереди его ждал новый удар, еще более жестокий и еще более беспощадный. Судьба не собиралась оставлять его в покое, она приготовила для него второй кошмар. Сезон 2005-06 для Джибриля Сиссе был продуктивным. Он забил 19 голов и отдал 4 ассиста во всех турнирах. И если пересчитать по минутам, то это эквивалент 32 полных матчей. Он был универсальным форвардом, способным играть как в старте, так и выходить на замену, меняя ход игры. Под конец сезона в мае 2006 года Сиссе ждал еще один радостный момент. Он получил вызов в сборную Франции на чемпионат мира 2006 года. Французы проводили заключительные товарищеские матчи перед Мундиалем, и Джибриль получал игровое время. Сначала он провел полный матч против Мексики, затем вышел на замену в игре с Данией, но решающая проверка команды состоялась 7 июня 2006 года. В тот день Франция встречалась с Китаем, и Раймон Доминек выставил состав, который должен был стать основным НЧМ. В атаке Тьерри Анри, Флоран Малуда и Джибриль Сиссе. Под ними великие мастера центра поля – Патрик Виейра, Клод Макелеле и Зинедин Зидан. Идеальное сочетание опыта и молодости, надежности и креатива. Команда, способная бороться за титул, команда, которая через пару дней сыграет на чемпионате мира в Германии. На бумаге все выглядело как в сказке, но если бы это действительно была сказка, все бы закончилось иначе. 9-я минута матча. Сиссе принимает мяч, разворачивается, врывается в свободное пространство. Все выглядит знакомо. Его фирменный рывок, его стремительный отрыв от защитника. Он рвется к воротам, оставляя соперника позади. Еще одно касание, еще мгновение, но вдруг все обрывается. Защитник в последний момент цепляет его ногу, и Джибриль теряет равновесие. В этот момент никто еще не осознает, что произошло. Он падает на газон, и на какие-то доли секунды кажется, что это просто фол, просто неудачный момент. И тут раздается крик. Не просто крик, а тот самый пронзительный, невыносимый крик боли, который слышали все, кто был на стадионе. Сиссе корчится на газоне, хватается за ногу, зовет на помощь. Его лицо искажено агонией, он не может скрыть боль, он снова в слезах. Вокруг него собираются игроки, кто-то отводит взгляд, кто-то хватается за голову. Медперсонал вбегает на поле. Стадион замирает, и на несколько секунд кажется, что звук вообще исчезает. А затем нам показывают первый повтор. И мир замирает второй раз. Его правая голень изогнута под неестественным углом. Очевидно, что кости больше не соединены между собой. Это выглядело даже страшнее, чем в прошлый раз. Один момент, и мечта о чемпионате мира разрушена. Сиссе снова покидает поле на носилках, снова в слезах. В этот раз никто не надеется на чудо. На следующий день диагноз услышали все. Перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Тот же ужас, что и 2 года назад, но теперь с другой стороны. Снова сильнейший удар, снова сломанная нога, снова неизвестность. Сразу же после травмы Сиссе был отправлен в клинику, где врачи провели экстренную операцию, стабилизировав кости с помощью металлических пластин и винтов. На этот раз Сиссе, если так можно выразиться, повезло. Речь не шла об угрозе ампутации, но восстановление все равно обещало быть очень долгим и мучительным. По прогнозам врачей, нападающий должен был пропустить не менее 6 месяцев, что автоматически исключало его участие на чемпионате мира.
А для игрока, который только-только вернулся на высокий уровень, это было ударом не только по карьере, но и по психике. Всего через 2 дня стартовал чемпионат мира 2006 года. Весь мир жил этим турниром. Но Сиссе мог лишь наблюдать за ним с больничной койки. Он должен был быть там, на поле, бороться за золото, но судьба распорядилась иначе. Франция прошла сложнейший путь и вышла в финал. Тот самый финал против Италии. Тот самый матч, который решился в серии пенальти. Кто знает, как все могло сложиться, если бы Сиссе был на поле. Возможно, именно его скорости и резкости не хватило французам, чтобы вскрыть организованную оборону Италии. Возможно, именно его рывки стали бы ключом к победе. Но он мог лишь смотреть, как его команда проигрывает. Но мы летим в Англию. В этот же момент представителям Ливерпуля стало понятно: Сиссе не сыграет в первой половине сезона. И тогда случилось нечто удивительное. 1 июля 2006 года, спустя всего 5 недель после второго ужасающего перелома, было объявлено, что Джибриль Сиссе официально переходит в Марсель на правах аренды. Он все еще не мог нормально ходить, но трансфер состоялся. Это вызвало бурную реакцию в футбольных кругах. Многие не понимали, зачем французскому клубу подписывать игрока, который выбыл минимум на полгода. Ответ был прост. Марсель поверил в него. Они видели, как он восстановился после первой травмы, и знали, что если кто-то и может вернуться, так это Сиссе. Клуб согласился ждать его столько, сколько потребуется. Но все равно сама ситуация выглядела почти абсурдно. Игрок, который в момент подписания контракта даже не мог наступать на ногу, переходил в новый клуб. За неделю до финала ЧМ Сиссе уже официально принадлежал Марселю, но даже не был готов к первому командному сбору. Его задача была другой. Он должен был снова научиться ходить, бегать, бить по мячу. Впрочем, Джибриль не унывал и помимо восстановления от травмы даже преуспел в кино. Он сыграл камео в фильме «Такси 4». К счастью, Сиссе снова восстановился. На этот раз ему потребовалось немного больше времени – 183 дня, ровно полгода. Но самое главное, что он снова сделал невозможное – вернулся в строй в том же году, в котором получил перелом. 9 декабря 2006 года Марсель принимает Монако в матче Лиги 1. На 61-й минуте табло показывает замену. Джибриль Сиссе выходит на поле. Стадион взрывается аплодисментами. Его появление – это не просто ротация, это знак того, что он снова победил. А через 16 минут, на 77-й минуте, он делает то, что умеет лучше всего – создает голевой момент. Его передача приводит к победному голу, и Марсель выигрывает 2-1. Идеальное возвращение. Но это был только первый шаг. Во второй половине сезона он выглядел как человек, которому нужно было выплеснуть все, что накопилось за время отсутствия. Он штамповал голы с невероятной скоростью, доказывая, что он все еще тот самый убийственный форвард. 15 голов и 4 ассиста в 27 матчах. Это было по-настоящему мощное возвращение. После такого невероятного камбэка казалось, что Сиссе снова на коне. Он играл, забивал, доказывал, что способен преодолевать любые преграды. Но на самом деле все было не так. За 2 года он дважды ломал ноги. 2 ужасающих перелома, после которых другие футболисты могли бы просто завершить карьеру. Да, он вернулся на поле. Да, он снова забивал. Но вот вопрос, был ли он прежним? Ответ оказался очевидным – нет. И хоть Марсель выкупил его у Ливерпуля за 8 миллионов евро, благодаря потрясающей второй половине сезона, но после этого все пошло не так. 2 серьезных перелома не могли пройти бесследно. Его тело больше не работало так, как раньше. У него больше не было той самой скорости. Он больше не мог делать резкие развороты, молниеносные ускорения, фирменные рывки в свободной зоне. Именно эти качества делали его тем самым Джибрилем Сиссе, за которого когда-то заплатил огромные деньги Ливерпуль. Но теперь его физика просела, и без своей скорости он превратился в обычного среднего форварда. Причем проблема была не только в физике, вероятно, он потерял психологическую уверенность. После таких травм в голове неизбежно появляется страх, а вдруг это повторится? Он уже проходил этот кошмар дважды, и хоть его мышцы снова работали, но что-то внутри него сломалось вместе с его ногами. Страх после серьезных травм – это норма для футбола. Далеко за примером ходить не нужно. Возьмем Ансу Фати. В 17 лет он был главной звездочкой Барселоны, новой надеждой клуба, но после 2 тяжелых травм что-то изменилось. Он больше не рискует, больше не играет так дерзко, как раньше. Исчезла легкость, исчезла смелость, которая делала его особенным. Фати мог стать топ-звездой, но теперь он игрок ротации, который все еще борется с самим собой. И Барселоне он больше не нужен. Точно так же и Сиссе. Он вышел на поле, он снова забивал, но это был уже другой футболист.
Он больше не мчался в сумасшедшие прорывы, больше не врывался в штрафную, не боясь контакта. Ведь он знал, как это может закончиться. И если физика после травм у многих игроков еще может вернуться, то психологическая уверенность ломается куда сильнее. После ухода из Марселя в 2009 году он больше нигде не задерживался надолго. Его карьера превратилась в непрерывную череду переходов. Он приезжал в новый клуб, забивал несколько голов, а затем снова менял команду. Панатинаикос, Лацио, КПР, Аль-Гарафа, Бастия, Кубань. Он побывал в самых разных лигах, но нигде не мог обрести стабильность. В каждом новом месте его встречали с надеждой, но через некоторое время старая проблема давала о себе знать. Он уже не был тем самым Джибрилем Сиссе, который гонялся с защитниками на невероятных скоростях. В феврале 2017 года 36-летний Джибриль Сиссе неожиданно подписал контракт с клубом Сен-Пьеруаз, командой из заморского региона Франции, Реюньона, остров вблизи Мадагаскара. Это был экзотический выбор, и казалось, что именно там он тихо завершит свою карьеру. В итоге так и случилось. Уже спустя месяц Джибриль объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Да и к тому же он нашел себе новое хобби. Сиссе решил стать диджеем. Казалось бы, на этом история подошла к концу, но уж нет. Уже через полгода, 4 июля 2017 года, 36-летний Джибриль Сиссе снова вернулся в футбол, подписав контракт со швейцарским Ивердоном. И сделал это громко – 24 гола за сезон и звание лучшего бомбардира турнира. Но даже этот успех не удержал его надолго. В августе 2018 года он подписал контракт с итальянской Виченцей 1902. Но клуб обанкротился и перестал платить зарплаты. И тогда Сиссе вновь завершил карьеру. Но и это не конец. В 2021 году 39-летний Джибриль Сиссе вновь решил вернуться в футбол, присоединившись к клубу Панатинаикос Чикаго, выступающему в 4-м дивизионе чемпионата США. Однако его пребывание в команде казалось недолгим, и он не провел ни одного официального матча, и 1 июля 2021 года в третий раз объявил о завершении карьеры. В этот раз, видимо, окончательно, ведь с того момента прошло 4 года, а бывшему футболисту уже 43. История Джибриля Сиссе – это не просто история футбольных побед и поражений. Это история человека, который дважды ломал ноги, но каждый раз возвращался. История футболиста, который не мог расстаться с игрой, даже когда казалось, что пора. Он уходил, возвращался, снова уходил, снова возвращался. И пусть после травм он уже не был тем самым молниеносным нападающим, его характер остался неизменным, судьба била его, но он никогда не сдавался. Он мог потерять карьеру, мог потерять возможность играть, но никогда не потерял свою страсть к футболу. Джибриль Сиссе – это пример того, что в жизни можно падать. Важно другое – вставать. Но в завершении я хочу сказать один факт, который поверг меня в шок. С момента второго перелома в 2006 году и вплоть до конца карьеры он пропустил всего 10 дней из-за повреждений. В ноябре 2011 6 дней из-за ушиба. В январе 2012 4 дня из-за ушиба шеи. И все. Ни одной другой травмы за всю оставшуюся карьеру. Будто бы судьба, которая дважды жестоко била его, решила больше не трогать. Или же это был результат его невероятной стойкости. После всего пережитого его тело будто бы стало железным. Друзья, а теперь я бы хотел объяснить, почему я выпустил такое нетипичное для моего канала видео. Изначально это должно было быть третья часть самых страшных моментов в футболе. Но когда я начал работу над текстом, я, как и в предыдущих выпусках, хотел собрать максимально жесткие и трагичные эпизоды, передав всю боль этих мгновений. Но, пересмотрев предыдущие части, понял одну вещь. В коротком формате теряется слишком много важного контекста. Истории становятся слишком сжатыми, детали уходят, а вместе с ними уходит и та самая эмоциональная связь с главным героем. Можно было просто рассказать о травмах Сиссе, но это было бы неправильно, потому что когда мы смотрим фильм, мы сопереживаем героям не просто потому, что с ними случается что-то плохое, а потому что мы знаем их полностью. Мы понимаем их путь, их мечты, их борьбу. Только так можно прочувствовать всю боль падения и всю силу возвращения. Поэтому я принял решение показать всю историю Джибриля Сиссе от начала и до конца. Да, в центре видео его страшные травмы, но без всего пути, без его борьбы, без его попыток вернуться, это была бы просто хроника двух несчастных случаев. А так, это история человека, который падал, но вставал, который мог сломаться, но продолжал идти вперед. И да, если после этого видео вы хотя бы раз подумали, как же ему было тяжело, значит, все это было сделано не зря. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране.
I see it now, I see it now.